Здравствуйте! Меня зовут Иван Дементьев, я актер театра и кино и преподаватель метода Михаила Чехова. Михаил Чехов – племянник Антона Павловича Чехова и любимый ученик Станиславского. Понимая опасность системы Станиславского, Чехов создал свой уникальный метод. К сожалению, в 1928 году Михаил Александрович Чехов вынужден был навсегда покинуть родину, поэтому в данный момент метод Чехова не преподается в русских театральных институтах. Однако очень востребован в Австралии, Европе и, конечно же, в Голливуде. Огромное количество голливудских и европейских актеров используют именно метод Чехова. Например, Клинт Иствуд или Мэрилин Монро, которая, между прочим, даже указала его в своем завещании. 20 стран, 55 городов посетил я со своими мастер-классами. Я являюсь учеником, ассистентом и продолжателем дела литовского профессора Гитиса Бернардаса Падегимуса, который на протяжении 50 лет изучает, преподает и практикует творческий метод Михаила Чехова. И что самое главное, мой учитель учился у прямых учеников Михаила Александровича по всему миру. Несмотря на условия нового времени, обучение не останавливается. Метод Чехова теперь и онлайн. Каждый человек, желающий прикоснуться к актерской профессии, неизбежно натыкается на словосочетание «система Станиславского». Хочется задать вопрос, а кто же такой этот самый Станиславский, придумавший свою систему? В 1898 году Константин Сергеевич Станиславский совместно с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко открывают Московский художественный театр. Тот театр, который сейчас разделился на два. Один находится в Камергерском переулке и называется МХАТ имени Чехова, а другой, МХАТ Горького, находится на Тверском бульваре. Станиславский и Немирович Данченко задумали принципиально новый театр. И чтобы понять, о каком театре они мечтали, нужно посмотреть на то, каким был театр до того, как эти два гиганта основали Московский художественный театр. Ну, например, актер, который занят в спектакле, который известный, которого узнают, которого любят, мог выйти на сцену. Он выходил как артист. Он кланялся, благодарил публику и начиналось: «О, а сейчас я типа вам сыграю». И начинал играть. Станиславский упразднил это раз и навсегда. Актер, который появляется на сцене, он уже персонаж. Все в этом театре, который создавал Станиславский, было направлено к главной задаче – вера в предлагаемые обстоятельства. И самый важный вклад Станиславского в актерское искусство – это именно создание его так называемой системы – учебник актерского мастерства. Самое главное, чему Станиславский бросает вызов, это неправде в театре. Только правда и ничего, кроме правды. Отсюда возникает знаменитое «не верю» Станиславского. Станиславский говорил, что в театре должна воспроизводиться жизнь человеческого духа. То есть там все должно быть реалистично и натурально, как в жизни. Если мы посмотрим на то, как работали артисты до изобретения Станиславским его системы, то мы увидим там наигрыш, фальшь, стереотипы, штампы, как называл их сам Станиславский. И вот борьба с этими штампами и побудила его создать систему. Что же такое система Станиславского? Это внимание, это вера в предполагаемые обстоятельства. Это состояние «я здесь и сейчас». Это система кусков и задач. Это сквозное действие. Это сверхзадача. И это даже сверх-сверхзадача. Давайте попробуем разобраться, что же это такое. Внимание. Очень важный аспект в актерской технике. Представьте, актер, который находится на сцене. Сколько у него объектов внимания?
Помимо того, что он сосредоточен на себе, он говорит какой-то текст, он движется по каким-то точкам, он ловит свет и так далее. Он должен чувствовать партнера, он должен отвечать ему вовремя, он должен быть с ним в диалоге, между ними должно что-то происходить, должно что-то накипать или наоборот. Он должен иметь в виду зрительный зал, он должен иметь в виду темпоритм, он должен иметь в виду очень-очень-очень много всего. Поэтому развитие внимания занимает очень много времени. Далее, предполагаемые обстоятельства. Что это такое? Мне нужно сыграть персонажа, и я ставлю как будто бы себя на его место. То есть все, что окружает его, окружает меня. Все, что является его действительностью, становится как будто бы моей действительностью. И я начинаю мыслить, как этот персонаж в предполагаемых обстоятельствах его роли. Для того, чтобы погрузиться в предполагаемые обстоятельства, очень важно находиться в состоянии здесь и сейчас. Все, что происходит со мной, это я. И это происходит со мной вот именно здесь и сейчас, и больше никогда. Мое внимание находится только здесь, и я сосредоточен только на игре. Метод деления на куски и задачи. Если просто, к чему он сводится? Есть кусок, целая сцена. Ты делишь ее на несколько малых кусков, и затем эти малые делишь на еще более мелкие детали, и в каждом конкретном куске ты находишь свою задачу, то есть свое действие, что ты, как актер, делаешь. Не физическое действие, например, я курю, я пью воду, а внутреннее действие, куда направлен как будто бы мой темперамент. Для того, чтобы соединить все эти куски воедино, Станиславский использует термин «сквозное действие». Что это такое? Это внутреннее направление моей энергии, вот то, куда направлен темперамент актера, то действие, которое длится на протяжении всего спектакля, от начала до конца. Вот это называется арка персонажа в современном мире кино. Вот с чего я начал и куда в итоге я приду. А приду я, несомненно, к сверхзадаче. И сквозное действие именно и ведет актера к сверхзадаче. Что это такое? Это то, ради чего создавалось это произведение. Те идеи, которые автор вкладывал в него, те идеи, которые подхватил режиссер, те идеи, которые актеры затем стали воплощать в жизнь на сцене. И завершает весь этот круг так называемый Станиславским сверхзадачи. Что это такое? Это то, что как будто бы нельзя потрогать, нельзя пощупать. То, что лежит как будто бы за пределами этого явного мира. Какой-то мой посыл, какая-то моя очень важная мысль. Если соединить сквозное действие, сверхзадачу и сверхзадачу в какой-то жизненный пример. Военный человек, он стреляет. Его сквозное действие – уничтожить врага. Его сверхзадача – победить. А его сверхзадача – чтобы эта победа способствовала нормальной жизни его родины, его семьи, его детей, его внуков и так далее. Он смотрит чуть-чуть дальше, чуть-чуть выше, даже в тот момент, когда он стреляет и убивает врага. Вот сейчас все сводится именно к этому. То есть актер приходит куда-то на какой-то кастинг, чтобы получить какую-то работу, совершенно не думая о том, ради чего. То есть вот этого понятия сверхзадачи, ну и вообще как будто нет. И вот если актер выходит на эту сцену, чтобы поскорее оттуда уйти, да, вопрос, зачем ты выходишь туда? Зачем ты выходишь туда? А если ты выходишь для того, чтобы действительно творить, и даже играя абсолютно отрицательного мерзавца какого-то, ты же должен понимать, что ты всего лишь винтик в этой игре. Ты маленькая деталька. И если я хорошо сыграю этого злодея, то тогда, когда добро победит зло, я буду воздействовать на восприятие зрителя, чтобы зритель из этого вынес какой-то урок. И вот важен для меня этот урок. Я хочу, чтобы зритель что-то воспринял, чтобы мое искусство, оно двигало куда-то вперед, вдохновляло человека, радовало или нет. Вот этот вопрос, который артисты, к сожалению, сейчас очень редко задают себе. Мне кажется, надо было бы. А что же Константин Сергеевич утаил
о чем он не написал в своих книгах. Мы можем открыть дневники и прочитать, что на занятиях первой студии МХАТа они занимались ничем иным, как хатха-йогой. Конечно, Станиславский писал свою книжку в 1938 году. Он физически не мог ссылаться на йогу, потому что иначе книга не была бы издана. Есть даже дневники, когда он пишет своей секретарше, и как она пишет ему в ответ про то, что «Милый Константин Сергеевич, это невозможно, эту книгу никогда не издадут, вы должны убрать все ссылки на йогу» и так далее. И Станиславский очень сильно переживал по этому поводу. Но, тем не менее, если мы откроем, мы можем увидеть что-то про лучеиспускание, мы можем где-то услышать какое-то напоминание о индусских йогах, но не более того. А между тем Константин Сергеевич очень сильно опирался на йогу. И если мы возьмем и переведем название йога, это соединение, это объединение, это слияние. И вот об этом слиянии человеческого духа и мечтал Станиславский, создавая свою систему. Сейчас считают, что Станиславский это, бытово, как-то скучно. Типа, вот я играю по Станиславскому, я проживаю, я что-то в себя там накидываю, накапливаю. Но все забывают, что он говорил 4 слова. Как нужно играть? Он говорил проще, легче, выше, веселее. И вот что же мы имеем? С одной стороны, йога, которая возвышает, а с другой – аффективная память, которая разрушает. Основа системы Станиславского, так называемая им самим, аффективная память. Что это такое? Это твой опыт как человека, как личности. То есть, другими словами, ты можешь сыграть только то, что было в твоем жизненном опыте. Или, если какой-то конкретной ситуации у тебя не было, то ты должен подумать, например, какой результат должен быть. Я должен, скажем, заплакать. И я вспоминаю из своего прошлого, что меня в настоящей моей реальной жизни заставляло заплакать, вспоминаю это, и таким образом, когда у меня есть этот результат, я как будто бы подставляю его, тем самым вызывая настоящие живые чувства. У Станиславского так и написано в его книгах. Запоминайте ощущения. Любую неординарную ситуацию в своей жизни я, что называется, кладу в свою актерскую копилочку. Что я чувствую в этот момент, что заставило меня улыбнуться в этом моменте. Я исследую себя, чтобы потом, когда мне нужно будет что-то подобное сыграть, я достал это, подставил и сыграл. Однажды мы поехали отдыхать с мамой и с братом на юг, и поступил звонок, сообщили о том, что умер мой отец. Мы приехали с юга, я захожу в комнату, гроб, тело. И это было как раз тогда, когда я поступил в театральный институт. Нам задали читать Станиславского, летом написать конспект и затем все это сдать, чтобы педагоги проверили нас. И я читал о том, что запоминайте ощущения. И вот я, молодой человек на тот момент, который поступил в театральный институт, я захожу в комнату, где лежит гроб с телом моего отца. И у меня в голове запоминай ощущения. Мне стыдно внутри, но что-то говорит мне: нет, ну ты же актер, ты же действительно хочешь им стать, ты поступил, ты будешь делать то, что ты должен делать. И так надо делать. Ну, согласитесь, довольно странно это все. И я сижу, запоминаю ощущения, пытаюсь проникнуть внутрь, что происходит у меня внутри. Но у меня внутри ничего не происходит. Просто пустота. Вот ноль. Просто вот вообще ничего. Как быть в такой ситуации? Получается, что я не смогу сыграть что-то подобное, не смогу сыграть смерть близкого человека, если мне нужно будет когда-нибудь это сыграть, потому что тогда у меня не было эмоций. Запоминай ощущения. Потому что ты и есть инструмент. Ну, то есть задуматься. Например, взять музыканта, скрипача, пианиста, гитариста. Инструмент
то, что прилагается к нему, к его мастерству. Взять живопись, художник, у него есть краски, кисти, карандаши, все что угодно, есть холст и так далее. Он не является инструментом. А у актера же ты сам являешься своим инструментом. Тебе нужно играть на себе, тебе нужно настраивать себя. Таким образом, получается, что очень часто актеры являются как будто бы заложниками своего опыта. Приходя на съемочную площадку или на репетицию в театр, режиссеру нужно вынуть из актера эмоцию. И он, не потому что он плохой, а потому что это его работа, вынуть эмоции, он нажимает на эти болевые точки. Давайте с вами представим такую ситуацию. Мы на съемочной площадке, и режиссер просит нас быть счастливыми в кадре. Он может попросить вас вспомнить себя в детстве. Ну, давайте сейчас представим, попробуем сделать такое простое упражнение воображения. Вот мы закроем глаза и попытаемся вспомнить какой-то очень яркий, очень светлый момент из детства. Вот какое-то ощущение чуда, какой-то, может быть, подарок вы очень сильно ждали, мечтали о чем-то, и вот вам Дед Мороз принес его под елку, как вы зашли, как вы увидели этот подарок, как вы поверили в чудо. Вот что-то действительно настоящее, искреннее, то, к чему вы очень трепетно относитесь. И вот даже просто мы переместили внимание куда-то в свои воспоминания, и уже мы чувствуем такое маленькое изменение, и уже мы чувствуем какую-то маленькую перемену. Но сейчас мы говорим о чем-то приятном, о чем-то прекрасном. И очень часто нам, актерам, приходится доставать из себя что-то негативное, что-то, что заставляет нас действительно возвращаться в то прошлое, которое является неприятным, о котором хочется забыть. Но в силу профессии, потому что актер выбирает такую профессию, он знает, на что он идет, он должен пользоваться этой эффективной памятью. Вот давайте еще раз закроем глаза и попытаемся вспомнить какой-то свой детский страх. Вот то, что сейчас кажется, ну вообще смешно, как будто этого нет. Какой-то злодей был из мультфильма или из сказки. И вот, допустим, ты открываешь какую-то темную занавеску, и он находится там. Или как мы боялись оставаться дома одни. И вот сейчас это кажется уже смешным. Например, звонок в дверь, когда вы дома одни. Вот что с вами происходило? Какая была природа этого испуга, этого страха? Мы говорим не о том, чтобы сыграть испуг. Ой, я испугался. А вот этот испуг и страх как процесс. И вот видите, это воспоминание, оно как-то воздействует на нас. И вот это есть основа для игры. Дальше на это будет накладываться текст, задачи и так далее. Но вот этот фундамент, это основа. И сейчас, конечно, пример не очень приятный, но тем не менее. Давайте попробуем и туда заглянуть. Вспомнить какие-то ситуации, когда мы кого-то теряли. И вот именно попытаться вернуться туда. Вспомнить, что мы чувствовали. Как нам пришло известие об этой утрате. Как вот это сначала неверие в то, что это возможно. Это осознание, это боль от того, что я больше не увижу этого человека. Ну и вот тоже внутри мы начинаем чувствовать, и это чувство всплывает. И оно влияет на нас. Даже просто от воспоминания потери. Когда я лишний раз напоминаю себе о том, что эта потеря в моей жизни была. Даже одна эта мысль заставляет уже окунаться во что-то неприятное. А теперь представьте, что вот так делает человек с подвижной психикой. Актеры, как правило, люди именно такие. И на вступительных испытаниях театральные институты как раз это и проверяют. Твою податливость на то, как ты реагируешь на то, что происходит снаружи, как это отзывается в тебе. И вот представьте, если актер играет спектакль несколько раз, даже в месяц, он окунается во что-то очень негативное, в то, что заставляет его заново переживать то, что хочется забыть. Колоссальное воздействие, которое губит. Отсюда и возникает огромное количество проблем. Опять же, я не обвиняю только аффективную память. Я ни в коем случае не обвиняю Станиславского. Но
это очень важный момент. Сколько историй мы знаем, вот актер, прекрасный, востребованный, талантливый, все любят, на руках носят. Но потом вдруг что-то не так. Появляются проблемы с алкоголем, с наркотиками и так далее. Это то, что мы знаем, то, что доходит до нас. А сколько людей умирают в безвестности. Был известный, популярный, потом что-то происходит, и ты падаешь куда-то, ты не можешь себя достать оттуда. А бывают и другие ситуации. Однажды мне пришло сообщение. Здравствуйте, Иван. Вот меня зовут так-то, я студент такого-то института, вы проводили у нас мастер-класс. И вот я столкнулся с такой проблемой, меня хотят отчислять. Студент второго курса репетировал Раскольникова. «Преступление и наказание», были такие рабочие отрывки. И он говорит, мне всегда было важно полное погружение. Вот прямо с головой. Я заныривал в этот образ и жил им, становился им. И вот, говорит, очередной показ, я сел, закрыл глаза, стал прокручивать картинки из романа, стал вот напитываться этим, вспоминать что-то свое, подкладывать. Следующее. Я открываю глаза, я сижу на полу в туалете, мокрый, меня обливают водой, у моих однокурсников вот такие вот глаза. Я говорю, что такое? Они мне рассказывают, что ты сидел с закрытыми глазами, потом тебя начало трясти, ты скатился на пол, у тебя была истерика, у тебя просто был припадок. Ты кричал, я не убивал, это не я и так далее. И я ему говорю, вот то, что ты попробовал, ты понимаешь, что тебе так нельзя. Ну, то есть это вообще это 100% не твой метод. Иначе тебя просто отчислят. Я говорю, все, что ты нажил, это уже твое. Вот как будто бы даже забудь это, как бы странно это ни звучало. Он говорит, как же мне играть? Я говорю, очень просто. Ты увидь его глаза. Вот этого персонажа, этого Родиона Раскольникова, потому что он же это не ты. Увидь его глаза. Представь их внятно, вот нарисуй их в своем воображении, какие они. И затем, перед тем, как ты войдешь в игру, просто как будто как очки, надень их на себя и иди за этими глазами, пускай они тебя ведут. Зная текст, зная мизансцены, не думай ни о чем. Иди за этими глазами. Пишет через несколько дней. Иван, я сделал то, что вы сказали. Ну и что? Он говорит, закончил, вышел из сцены, смотрю на свою партнершу. Она говорит, что с твоими глазами? Он говорит, в смысле, что с глазами? Ты что-то сделал с глазами. Он говорит, я ничего не делал с глазами. Говорит, нет, ты что-то сделал с глазами, потому что я весь отрывок смотрел только на них. Но это уже не система Станиславского. Один из учеников Станиславского задался вопросом, а как я могу сыграть, например, царя? Ну, у меня нет такого опыта. Ну, то есть мне нечего подставить, чтобы сыграть царя. У меня нету царской крови, я мещанин средней руки, как он говорил. Получается, что значит, я не могу этого сделать? Я не могу сыграть этого царя? Этим учеником был никто иной, как Михаил Александрович Чехов, племянник Антона Павловича Чехова, который был учеником Станиславского. И вообще, как говорил сам Станиславский, если хотите посмотреть, что есть моя система, посмотрите на Мишу Чехова. Но Михаил Александрович пошел дальше. Он считал, что этот подход губителен для актеров. Итак, главное различие между методом Чехова и системой Станиславского – это использование воображения вместо аффективной памяти. Не лезть в темное прошлое, не ворошить его, а идти от воображения, то есть создавать персонажа в своем воображении. И отсюда вытекают 3 принципиальных различия. Первое. У Станиславского «я» в предлагаемых обстоятельствах. То есть я, если бы со мной произошла такая история, и я оказался бы в такой ситуации. У Чехова же не я, а персонаж. Я
не персонаж. Я создаю его в своем воображении. Я задаю себе вопросы. Я начинаю сочинять его, как будто бы художник начинает прорисовывать портрет своего героя. Я создаю его воображение, и затем я притягиваю его к себе и как будто бы надеваю его сверху, как одежду. Очень важный момент. Если мы надеваем, например, куртку, мы говорим «я в куртке». Правда же? Мы не говорим «я куртка». Ну, довольно странно. А когда ты играешь персонажа по Станиславскому, ты говоришь «я Гамлет». «Я Гамлет». В случае с Чеховым это по-другому. Второе, логично вытекающее из первого. Если это не я в предлагаемых обстоятельствах, а персонаж, то мы вспоминаем, что говорил всегда Станиславский: «идите от себя». То есть я, если бы я был датским принцем, если бы я родился в средние века, если бы мой отец погиб при загадочных обстоятельствах и так далее. Если бы. Но это всегда я, и я иду от себя. И оправдываю персонажа со своей точки зрения. А у Чехова, если персонаж не я, а я создаю его в своем воображении, то я, наоборот, ищу различия. То есть Станиславский «идите от себя», а Чехов «идите от себя, но как можно дальше». Каким образом можно прийти к этому? Давайте с вами схематично нарисуем тело человека. Голова, руки, ноги, туловище. И разделим это тело на 6 частей. Мы создали так называемое воображаемое тело и вписали его в такую рабочую схему, где этот столбец у нас «я», а этот персонаж. И мы отделяем голову, корпус и ноги. Начнем с головы. В голове мы пишем все, что касается ума, образования, умозаключения, мысли, которые посещают человека, навязчивые мысли, которые овладевают им и так далее. Соответственно, там, где «я», мы пишем про себя. Вот я такой, какой есть сейчас. А ниже персонажа мы пишем то, какой это персонаж. То есть возьмем образование. Я учился в железнодорожном техникуме, в Саратовском театральном институте, в школе-студии МХАТ, в международной школе СТД. А мой персонаж, например, закончил 4 класса. Мир моих мыслей. Он упорядоченный, он цветной, он яркий. Я стараюсь мыслить позитивно. А мой персонаж другой. Он, наоборот, верит там в какой-нибудь закон подлости, что у него бутерброд всегда падает маслом вниз, и так далее, и так далее, и так далее. Я пишу, какой я и какой персонаж. Дальше мы идем сюда, в середину. Здесь все, что связано с чувствами. Эмоции, чувства, подсознание, интуиции, даже сны. Мое мироощущение, то, как я чувствую этот мир, то, как я чувствую эту жизнь. Соответственно, я и персонаж. И третье, ноги – это все, что касается воли. То есть волевые поступки, дела, то, насколько человек решительный и так далее. И тогда мы можем посмотреть целостно. Мозг, чувства и воля. Например, я мыслю определенным образом, то же самое я чувствую и стараюсь и отсюда, чтобы это перерастало в действие. А персонаж может быть совершенно другой. Например, он знает, что его работа прибыльная, что он в ней хорошо разбирается, что он уважаемый профессионал.
Он делает это, он каждый день совершенствуется, каждый день совершает какие-то поступки, каждый день у него очередные победы, и он продвигается по карьерной лестнице. Но чувствует он, что не на своем месте. У него была какая-то мечта детства, он мечтал стать пилотом, водить самолеты. Но у него нет такой возможности. И тогда возникает как раз-таки конфликт, несоответствие одного и другого третьего. А если и голова, и чувство, и воля подчиняются единому целому, то мы можем говорить о таком явлении, как, ну, скажем, гармоничный человек. Но, как правило, касаемо персонажа, там все запутано. И как раз размотать этот клубок – это и есть актерская задача. И таким образом, видя, какой я, и видя, какой персонаж, я то, что схоже, или близко, или совсем одинаково, я это вычеркиваю. Мне это совершенно не нужно. А то, что максимально отличается от меня, я как раз иду в эту сторону, я иду в этом направлении, я иду от себя как можно дальше. Потому что целью актерской деятельности, по мнению Михаила Александровича Чехова, является именно перевоплощение. То есть вначале мы создали воображаемое тело, а затем при помощи этой схемы мы как будто бы вживили в него его нутро. Я не персонаж. Я рисую его в своем воображении и, словно одежду, надеваю его на себя. Для того, чтобы наполнить его внутренним содержанием, я ищу не сходство, а различие. И, соответственно, если это не я, а персонаж, то мои чувства как будто бы заменяются на сочувствие. Что это значит? В своей книге «Путь актера» Михаил Чехов описывает такую историю. Он был на концерте у Федора Шаляпина. Шаляпин играл Ивана Сусанина. Закончился спектакль, и Чехов пришел к нему в гримерку для того, чтобы поблагодарить, восхититься и так далее. Чехов сказал Шаляпину: «Ваш Сусанин, он плакал. Как вы это сделали?» На что Шаляпин ему ответил: «Это не Сусанин плакал, это я плакал по своему персонажу. Это были мои слезы. Я оплакивал его, зная, что он неизбежно умрет. То есть не я Сусанин, и я начинаю что-то играть в себе и жалеть себя, а я сочувствую ему, как сочувствую какому-то близкому мне человеку». Вот если мы возьмем тот пример, который я приводил ранее по поводу смерти моего отца, когда я сидел, пытался запомнить ощущения, но у меня было ничего, ноль, никаких эмоций, никаких чувств. В комнату через некоторое время зашел мой дядя, младший брат отца. И вот я смотрю, он заходит, совершенно подавлен, глаза на мокром месте, садится, что-то там трогает в гробу, что-то кладет туда даже, по-моему. И я смотрю на него, на своего дядю, и вдруг у меня начинают течь слезы. Просто одна, другая, третья. И вот я сижу, до этого говорил себе: запоминай ощущения. И сейчас я сижу и понимаю, что я сочувствую своему дяде, который потерял старшего брата. А то, что этот старший брат мой родной отец, 100% родной отец, это не вызывает у меня совершенно никаких чувств. И самая главная трудность, с которой сталкиваются профессиональные актеры, когда, что называется, переходят с системы Станиславского на метод Чехова, это то, что я и персонаж – два совершенно разных создания. И как же создать это самое воображаемое тело и затем соединиться с ним?
очень часто при сравнении системы Станиславского и метода Чехова говорят так, что, мол, Станиславский – это от внутреннего к внешнему, а Чехов наоборот, что называется, от внешнего к внутреннему. То есть я не сначала понимаю, какой внутри мой персонаж, что им движет и так далее, и из этого как бы уже потом перехожу к форме. А наоборот, создаю эту форму, создаю это воображаемое тело, и затем, притягивая его, я становлюсь этим персонажем. И так же, как легко я надеваю его как будто бы на себя, так же легко я могу его и снять. Так как же создавать это самое воображаемое тело? Давайте с вами прямо сейчас сделаем очень простое, но эффективное упражнение. Нам для этого ничего не будет нужно, кроме закрытых глаз. Давайте закроем глаза и представим, как будто бы мы с вами находимся перед дверью в вашу комнату детства. Вот представьте, вспомните, какого она цвета, какая у нее ручка, из чего она вообще сделана. Это может быть здесь какое-то стекло, через которое можно заглянуть туда, или она такая глухая дверь, которая вообще не пропускает никакого света. И вот когда вспомните, то как будто открывайте эту дверь и заходите в эту вашу детскую комнату. Вот постарайтесь вспомнить максимально больше подробностей. Вспомните запах, который там был. Вспомните свои игрушки, какую-то любимую игрушку найдите. Вспомните, обои были какого цвета, занавески, узоры на этих занавесках. Вспомните свою кроватку. И вот почувствуйте, как будто бы аромат доносится с кухни. Вот ваша мама или бабушка готовит что-то вкусное, какое-то самое вкусное блюдо из вашего детства. Почувствуйте этот аромат. И постепенно будем выходить из комнаты детства. И пройдите путь по дому вашего детства, по квартире. Путь из детской комнаты к выходу, к этой двери, которая ведет на улицу. И вот тоже остановитесь возле нее, вспомните эту дверь, какая она была тогда. Потому что, может быть, вы сейчас находитесь в доме своего детства, но тогда все казалось другое, тогда все было иначе. И вот я открываю эту дверь, и окажитесь во дворе своего детства. Кому-то нужно там зайти в лифт, спуститься вниз, кому-то нужно просто сделать шаг, и вот я уже на пороге. И вот увидите двор своего детства. Обратите внимание, какая погода там, какое время года. И вот там где-то вдалеке увидьте мужчины своего папу или дедушку, или дядю, а женщины, девушки, маму или бабушку. И вот представьте, что они где-то там гуляют с коляской, с вашей детской коляской. Вот увидите со спины, вот они так прогуливаются тихонечко, идут. И вот мы как будто бы догоняем их сзади, заглядываем через плечо. И вот очень внимательно сконцентрируйтесь на руках, разглядите руки. Вот эти руки близкого мне человека везут коляску. Если вдруг зима у вас в воображении, то пускай они снимут перчатки, чтобы руки были, ну, что называется, голые. И вот прям вспомните очень хорошо, очень внимательно. Если женщины, девушки, там какой-то маникюр, может быть, был, какие-то пальцы, да, определенные, зависит от того, какая профессия была или есть у этого человека.
Или дальше мужские руки, какие-то мозолистые, рабочие. Или наоборот, человек был каким-то музыкантом, какие-то порхающие пальцы. И вот сейчас у меня глаза закрыты, я вижу эти руки, вот они передо мной. Я сейчас поднимаю свои руки, то есть я уже физически подключаюсь, и вот я как будто бы с закрытыми глазами смотрю на свои руки и представляю, что вместо моих рук это руки вот этого моего близкого человека. И я какое-то простое физическое действие, вот не вставая с своего места, с собой сделаю. Вот я могу там поправить волосы, может быть, расстегнуть пуговицу, застегнуть. Но вот я это делаю руками этого человека. Это уже не мои руки. И хорошо, и пойдем дальше. Вот представьте, что вы обогнали этого вашего близкого человека с коляской. Так чуть впереди смотрите на него и обратите внимание на его глаза. Вспомните их. Какими они были тогда? Вспомните максимальное количество подробностей. Не только цвет глаз и так далее, вообще ресницы, брови, вот то, что вокруг глаз. И вот я вижу, я сконцентрирован, я использую эти самые 4 стадии соединения с объектом ли, с персонажей или с моей целью, которую я ставлю себе. Первое, я вижу объект, я вижу эти глаза, я сконцентрирован на нем. Я сконцентрирован на этом объекте, в данном случае на этих глазах. Первое, я вижу объект или цель. Второе, я начинаю как будто бы в воображении притягивать их к себе. То есть вот эти глаза где-то далеко, и вот они начинают приближаться ко мне. Третье, я не сижу и не жду, когда что-то придет ко мне, там, я могу лежать на диване, что-то себе визуализировать, вот, все случится, все случится. Нет, я делаю какие-то конкретные шаги. И вот я как будто бы совершаю движение навстречу этим глазам. И четвертое, я надеваю их на себя, как очки, и открываю уже свои глаза. И глазами этого человека я, не двигаясь, разглядываю то пространство, которое вокруг меня. Глазами этого человека, человека из того времени. И что-то обязательно привлекает его внимание. Он смотрит на это не так, как я. И вот у меня есть еще руки. И я вижу какой-то предмет, он привлекает мое внимание, и я могу дотронуться до него. Вот что-то лежит рядом с вами, здесь на столе. Вот возьмите ручку, возьмите блокнот. Но это уже не мои руки, это руки этого персонажа. И опять закроем глаза, последний раз. И пускай этот человек пройдет мимо нас, и вот мы посмотрим ему вслед и сконцентрируемся на его походке. Вот увидим эти ноги. Какие они? Это какие-то шаркающиеся, приземленные шаги, или наоборот, какие-то порхающие, радостные шаги молодого человека или молодой девушки, у которой появился долгожданный ребенок, и это так прекрасно. И вот я вижу эти ноги и также притягиваю, иду навстречу, и затем, открывая глаза, вижу какой-то предмет, который находится на расстоянии от меня. Я встаю, имея ноги этого персонажа, подхожу к этому предмету, беру его руками этого персонажа и разглядываю глазами. И затем ставлю на место, возвращаюсь и все сбрасываю. И все. Могу хлопнуть себе в ладоши, и это я. И сейчас я встану, пройду уже своими ногами к этому предмету, возьму его, посмотрю на него своими глазами и потрогаю его своими руками. И затем вернусь и чуть проанализирую, почувствую разницу. Почувствую, что это было немного по-другому, что это был другой взгляд, другое прикосновение, другие шаги.
И я поздравляю вас. Вот мы и создали это воображаемое тело. Да, в данном случае мы взяли в качестве персонажа какого-то знакомого нам человека. Мы постарались его вспомнить. Но если мы вспомним наше первое общение с детскими воспоминаниями, когда нам нужно было погрузиться, вспомнить что-то, и приятное, и неприятное, у нас оставался осадок. Здесь осадок тоже есть, но он совершенно другого рода. Мы совершенно в ином качестве, через воображение, повзаимодействовали со своим детством. Но это в нас рождает совершенно иные чувства. А сейчас мы попробуем с вами создать другого персонажа. Давайте с вами еще раз закроем глаза. Пожалуйста, нарисуйте в своем воображении, увидьте их, сочините их. Не вспомните и подставьте, а вот явите их сейчас. Глаза убийцы. И вот я вижу эти глаза, вот они начинают проявляться в моем воображении. Как угодно. Они могут у вас рисоваться карандашом или масляной краской, или какие-то настоящие реальные глаза всплывают. Но опять же, я не вспоминаю какого-то злодея из кино или книги и так далее. А вот я вижу эти глаза. Не обязательно там они забрызганы кровью и так далее. Мы не говорим, какой убийца, почему он убил кого-то, сколько раз он это совершал и так далее. Все-таки он человек, и у каждого бывают разные ситуации в жизни. И вот я вижу эти глаза, притягиваю, иду навстречу и открываю свои глаза. И смотрю на то, что меня окружает, не двигаясь, глазами убийцы. Закрываю глаза. И сейчас в своем воображении я рисую руки убийцы. Вот я могу сразу поднимать свои руки и закрытыми глазами видеть его. Какие они? Очень внимательно разглядывать ногти, узоры на пальцах и так далее. И вот появляется это ощущение. Я опять вижу, притягиваю, иду навстречу и пробую сделать то же самое физическое действие, которое я делал до этого глазами моего близкого человека. Вот я делаю это физическое действие, но делаю это уже руками этого убийцы и смотрю на это глазами этого убийцы. И еще раз закроем глаза, увидим ноги его походку, как он идет. Вижу, притягиваю, иду навстречу. И вот я встаю, и тот же самый предмет, который я видел до этого, я вижу уже глазами убийцы. Я встаю, иду ногами убийцы. Я хочу взять его руками убийцы. И вот подхожу, беру. И вот это не то, что мне нужно. И я нахожусь в комнате своей жертвы. Сейчас отпускайте себя. Идите за персонажем. Мне что-то очень нужно в этой комнате. Я что-то ищу. Это комната моей жертвы. Не обращайте внимания, как вы это берете. Чувствуйте. Идите за этим персонажем. И вот какой-то стук вы слышите, какой-то звук, и вы быстро все бросаете, возвращаетесь на свое место. И вот садитесь и... Все. Сбросили, открыли глаза и прошли, проверили. Я своими руками беру, своими ногами иду, своими глазами смотрю. Тот же самый предмет. Ставлю на место и возвращаюсь. Чувствую разницу. И вот могу представить своего близкого человека, вот этого убийцу. Мы не задавали вопросы, мы просто пошли от внешнего к внутреннему. А сейчас еще раз закроем глаза и создадим третье воображаемое тело. Вот, пожалуйста. Только сейчас уже представим его целиком. Не отдельные глаза, руки, ноги, а вот попросим как будто бы в свое воображение выдать полный образ. Вот давайте увидим перед собой мудреца или доброго волшебника. И вот не вспоминайте волшебника из сказки, из мультфильма, иллюстрацию книги, а нарисуйте своего волшебника, своего мудреца. И вот так я вижу его целиком,
в общем и постепенно проявляется что-то частное. И там я уже могу разглядеть и глаза, и руки, и походку. И вот попробуйте, вижу, притягиваю, иду навстречу. И вот как будто бы надеваю его и сверху, и одновременно проникаю и внутрь. И вот попробуйте также сделать действие, то же самое физическое, сидя. Затем увидеть тот предмет, встать, подойти к нему, взять, рассмотреть как-то по-другому. И обратите внимание, какой-то беспорядок есть. Или, может быть, нет беспорядка. Он не остался после прошлого упражнения, но вы видите, что что-то как-то не на своих местах находится, и вам хочется поменять что-то в этом пространстве. Возьмите и поменяйте. И затем вернитесь ногами этого доброго волшебника, да, вернитесь на свое место, сядьте и опять все сбросьте. И опять встаньте и пройдите то же самое своими ногами. И почувствуйте разницу. И вот очень важный момент. Каждый раз это было чуть-чуть по-другому. Правда же? Но обратите внимание, вы ничего не играли. Вы шли за своим воображением. Первый раз мы взяли знакомого персонажа. Второй раз создали какого-то условного отрицательного героя, злодея. И третий раз мы взяли какого-то, наоборот, положительного персонажа. И заметьте, третий раз мы уже целиком взяли его образ и попробовали притянуть его. И заметьте, что так же легко, как мы входили в этот образ, мы также легко из него выходили. И вот заметьте разницу. Глаза убийцы, вот они у меня вспыхивают. Может быть, не сразу, может быть, нужно какое-то время. Чехов говорил, активно ждать. И если я жду активно, ко мне обязательно это придет. Увидел, подставил, попробовал, почувствовал разницу. Мы не шли от внутреннего, когда, если тебе нужно сыграть убийцу, то огромное количество вопросов. Кого я убил, за что, почему, сколько раз и так далее. И таким образом, смотрите. Я надеваю этого персонажа на себя и снимаю. Также условно я прихожу домой, снимаю с себя куртку и вешаю ее в шкаф. Я повесил ее в шкаф, она висит там. Когда она мне будет нужна, я возьму ее и надену. Метод Михаила Чехова, он не для всех. То есть кому-то просто физически трудно это воспринимать. Кому-то трудно переучиться, но огромное количество актеров, которые соприкоснулись с этим, через меня. И я, когда первый раз соприкоснулся, я сказал так, а что, так можно? Что же происходит в другом случае, когда актеры, бывает очень часто, говорят, я не могу заснуть после спектакля, я продолжаю что-то играть, этот образ продолжает жить во мне. И очень часто актеры считают это очень хорошим признаком. Значит, я, мол, тружусь качественно, значит, я вот не зря, что называется, свой хлеб ем. А давайте посмотрим на эту ситуацию по-другому. Баскетболист играет в игру, звучит свисток, начинается схватка, бой. Звучит свисток, о паузе, они улыбаются, хлопают друг друга, они играют в игру. А представьте, сирена об окончании матча. Все уходят, переодеваются и идут дальше. А если бы один остался и давай, разбегается, бьет сверху, один, второй, третий, десятый, все уже ушли, а он делает это на полном серьезе. Скорее всего, ему вызвали бы скорую помощь. Или порекомендовали бы обратиться к определенным специалистам. Не это ли то же самое, когда я не могу выйти из своего персонажа? А используя эту технику, я могу легко войти и легко выйти. Так и работает метод Михаила Чехова. Мне хотелось бы подробно остановиться на двух очень важных понятиях. Это тема
и схема творчества. В театральном институте актер сдает 3 государственных экзамена. 2 из них специальные, это актерское мастерство и сценическая речь, и 1, так скажем, гуманитарный. Мы сдавали эстетику театра. Нам предложили около 25 тем. Там были абсолютно разные. В том числе была серия тем «Русский театральный авангард». Там называли Вахтангова, там называли Таирова, там называли Мирхольда. Но русский театральный авангард Михаил Чехов, такой темы не было. Я, на тот момент студент театрального института, уже почти выпускник, конечно, читал Станиславского, конечно, нас учили по Станиславскому, но я знал, что есть вот такой Михаил Чехов, у которого как-то совершенно по-другому. Я говорю, а почему же нету Михаила Чехова? Я хотел взять эту тему. Она говорит, ну если вы хотите, конечно, я с радостью эту тему добавлю. И вот я тогда еще, 21-летний молодой актер, выпускник театрального института, обратил внимание на вот эту самую тему художника, тему творчества. Нам, актерам, говорят, что мы как будто бы люди, что называется, подневольные. Потому что, по сути, актер ничего не выбирает. Выбирает только его. Есть пьеса, есть роль, есть видение продюсера, режиссера, владельца канала, кого угодно. И актер должен подстраиваться под это. Но что получается, что пока ты в начале своего творческого пути, ты не можешь выбирать? Можешь. И вот здесь и возникает тема художника, тема творчества. Куда направлена моя энергия? Вот что Михаил Саныч писал о теме, касаясь писателей. Индивидуальность Шиллера проявляется в его произведениях как моральная тенденция. Добро побеждает зло. Меттерлинк ищет тонкости мистических нюансов за внешними явлениями. Гёте видит прообразы, объединяющие многообразие внешних явлений. Станиславский говорит, что у братьев Карамазовых Достоевского выявляется его богоискательство. Индивидуальность Толстого проявляется в стремлении к самосовершенствованию. Чехов, пишет Михаил Александрович про своего дядю Антона Павловича, борется с тривиальностью буржуазной жизни. То есть у каждого художника есть вот эта тема, вот это как будто красная нить, которая бежит через все произведения. Да, меняются персонажи, меняются обстоятельства, но эта тема, она обязательно должна быть. Или, как говорит Чехов, если мы возьмем и предложим 2 одинаково талантливым живописцам нарисовать или написать пейзаж какой-то местности, они будут смотреть с одной точки, но каждый запечатлит этот пейзаж по-разному, потому что кто-то подчеркнет одно, кого-то увлечет что-то другое. Они смотрят на что-то с одной точки, но их видения разные, потому что эти 2 художника сами по себе 2 разных человека. То есть, другими словами, можно сказать, что каждый художник смотрит на этот конкретный пейзаж через свою тему. И вот Михаил Чехов считал, что и актер должен найти свою тему в творчестве, то, ради чего он творит, то, ради чего он выходит на сцену, то, ради чего он заходит в кадр, то, ради чего он живет. Ну, то есть, другими словами говоря, языком Станиславского, вот это сверхзадача. То, ради чего. И, как ни странно, ну, просто на собственном опыте я могу сказать, что когда ты начинаешь погружаться в это, проникать, то тогда, ну, это как-то странно может выглядеть, но когда я ушел из театра, когда я стал учиться, то я играл в спектакль, то есть мне предлагали роли в каких-то там местах, куда я приходил, играл там какое-то время, уходил, но каждый раз эта роль, она была, ну, про что-то такое очень мое. То есть я понимал, что я какой-то путь прохожу, чисто вот я как Ваня, как личность. Чтобы понять и почувствовать свою тему, очень важно, как говорил Михаил Чехов, услышать и почувствовать свое высшее «я». Вообще, как он раскладывал актерскую игру? Он говорил, что вот есть мое низшее «я», то есть
Я как человек со своим кругом проблем, со своими какими-то интересами и так далее. То есть со своей привычной, рутинной жизнью. В момент, когда я, как актер, начинаю творить, то я как будто бы иду в сторону этого самого высшего «я». То есть это как будто бы высший человек, который уже спрятан во мне. Это можно сравнить, как, например, в маленьком зерне уже заложена энергия целого растения, как маленького цветка, так и огромного дуба, который простоит многие сотни лет. И очень важный момент – это отношение к себе как к инструменту. Я становлюсь актером только тогда, когда это высшее «я» пробуждается во мне, и я начинаю творить. Как он говорил, вспомните себя в моменты вдохновенной игры, или вспомните себя в какой-то момент в жизни, когда у вас что-то получалось, когда вы были на коне, когда вы были вот прямо-таки, вам казалось, непобедимы. Вами двигало как раз это творческое чувство, этот творческий импульс. Я бы хотел нарисовать вам схему творчества, то, как видел это Михаил Чехов. И хочу сказать, что эта схема не опубликована ни в одной из книг. Это то, что действительно из уст в уста передается от учителя к ученику. Нарисуем вот такую линию. Это жизни людей, которые приходят в этот мир и не задают себе этот главный вопрос, который задавал себе Михаил Чехов, который является, несомненно, важной составляющей частью этого метода. Вопрос, а кто я такой? И вот Михаил Чехов считал, что у каждого человека есть вот это высшее «я», даже несмотря на то, что он не задает себе этот вопрос, а кто я такой? Но у него есть вот это его предназначение, вот этот талант, вот то, что говорят, на роду написано. И когда человек задает себе этот вопрос, а кто я такой, то он невольно начинает движение вот к этому высшему «я». И когда он осознает свою тему, когда он понимает свое дело, когда он понимает то, куда он хочет двигаться, то, ради чего он хочет творить, тогда он начинает получать образование, он начинает движение в сторону того, чтобы стать мастером. Он собирает знания, он накапливает их и, принимая ту энергию, которая как бы посылается ему, как бы это высшее «я» благодарит человека за то, что он действует и накапливает ту энергию, которую природа посылает этому человеку, за то, что он слышит свое высшее «я» и действует сообразно ему, человек накапливает эту энергию и рассеивает ее на тех, кто вопрос «кто я такой?» себе еще не задал. И рассеивает, конечно, через свои творения. Но творение – это не обязательно какое-то сценическое действие, песня, танец, живопись. Совершенно неважно. Творение – это и есть общение, это и есть творчество. Потому что, по сути, любая профессия творческая, ты всегда что-то сотворяешь. И даже когда ты делаешь одно и то же, вроде бы рутинное дело, в твоих руках сделать так, чтобы оно как раз-таки этим рутинным не являлось.